Всем привет, вы на канале Twin Китая, мы продолжаем проходить Тауматурга. Я помню, что в прошлой серии мы были с Распутиным, потом произошло что-то странное, и вот мы здесь. Это и есть смерть, бездонная пропасть. Что это? Бордель тетушки Ядвиги мы вроде читали. Да, мы это читали. Решите, что делать дальше. От жизни офигевать, это очевидно. Ой, я что, сюда пройти не могу? Где я? Я в аду. Не сказать, что я удивлен. Я все маме расскажу. У вас температурков не все дома. Лидия. В натуре, получается, папка не дома. Ладно, тупая шутка. Ничего? Молчание? А, ну ладно. А потом учитель говорит: Виктор, а призрак сейчас в кабинете вместе с нами и чуть что меня не напустил в Лаурицей. А это, кстати, по-моему, то, что мы все видели у него раньше. Помедленнее, испачкаешься же. Я глава семейства, меня следует уважать. Отец, ага. Окей. Понятно. Ты меня в могилу сведешь. О май гад. Папа тут будет. Это конец. Ты проиграл. Ты меня слышишь? Это конец. Недостаточно гордыни. Я-то все думал, когда ты опять явишься. Я был тебе нужен, и вот я здесь. Пришло время суда. На каком еще суде? Судьи кто? А судьи кто? О, ай. Ух ты. Да, суд над совестью Виктора Шульского. Да? В чем заключается обвинение? Что давит тебе на совесть? На совесть? Подумать о Лигии? Я не знаю, я хз. Твоя сестра-близняшка, хоть у нее нет твоих способностей, она всегда была для тебя лучом добра в этом жестоком мире. Она была искренне рада, когда ты к ней вернулся. Она была одинока, знаешь ли. Такое благородство. Но есть ли в твоих планах на будущее место для заботливой сестры? Не думаю. А я think so, знаешь что? Скоро ты снова останешься один, и со временем тебя забудут. Со временем тебя забудут. Я не знаю, мне кажется, ему примерно плюс-минус параллельно, кроме разве что сестры. Одиночество тебя пугает? Есть ли способ сблизиться с кем-то настолько, чтобы одиночество можно было не бояться? Я весь внимание. Я вообще не понимаю, какого хрена. Пожелать, чтобы суд завершился. Призвать другие мысли. Довольно. С этого момента действуем, по-моему.
Отпусти меня. Ты ведь здесь главный, не так ли? Если хочешь пропустить суд, то так тому и быть. Готов услышать приговор? Допустим, я не готова. Ну, типа, я хз, что? Нет. От судьбы не уйти. Как думаешь, какой урок ты усвоил благодаря суду? Я могу менять правила любой игры, потому что я тауматург. Думаешь, тебе стоит пойти именно по этой дороге? Секунду. Какой? Куда? Какой дороги? Я не понимаю, не совсем понимаю, что он имеет в виду. Какой дороги? Быть тауматургом? Ну да, ну и что? I don't know. Да. Я был бы глупцом, если бы не раскрыл свой потенциал, потому я особенный. Приговор. Подсудимый виновен. По причине. Виновен в эгоизме, подавлении совести и вероломстве. Да ни хрена такого, в смысле, а что, ему надо отказаться от своей силы? Ну не знаю, если бы у меня была сила такая, я бы тоже считала, но это по факту особенный, потому что не у всех есть это. Сейчас у меня, по-моему, очко рванет. Я не понимаю, почему не может все так закончиться. Конец не наступит, пока ты не выйдешь на одну из троп. Есть лишь один способ искупить твои прегрешения. Ты про Распутиный союз? Возможно, есть другие пути. Какой ты предпочтешь? Что ты хочешь мне сказать? Ты можешь пойти по нехоженным тропам. Ты удивлен? Все-таки ты можешь играть не по правилам. А теперь сосредоточься на том, что перед тобой. Ну? Не, Распутин это точно не. Если выбирать из двух, то, конечно, союз. Но я не поняла, не совсем понимаю, это сейчас сюжетно было виновен или не сюжетно? Ну, типа, или у меня была возможность получить другой выговор, так сказать. Потому что, не знаю, вся суть, получается, состоит в том, что я выбрала тауматургию и развивать свои способности, но на самом деле, будь я на его месте, я выбрала то же самое, потому что, ну, камон, у тебя буквально сверхъестественные способности, ты можешь спасти себя, спасти своих близких, каким-то образом спасти другие жизни, ты много чего можешь с этим сделать. Не вижу смысла прощаться с этими силами, ну, чтоб что. Он по факту, очевидно, особенный, как по мне. Короче, да. Союз. Почему союз? Подчеркну, что они отличаются от Распутина. Да, они отличаются. Мне достаточно того, что они не похожи на Распутина. Подобного шарлатанства я от них не жду. Итак, ты принимаешь свою участь, воспользуешься ею так, как посчитаешь нужным. Ты рад, что события приняли именно такой оборот? Я, может, чего-то не понимаю, но... Ты рад, что события приняли именно такой оборот? Вариант признать, что хотите, и вариант «да, это то, чего я хочу». Это неправильный перевод или я что-то не понимаю? Да, что? Да по... Нет, теперь у меня... Я правильно прочитала? Я правильно прочитала?
Я вроде правильно прочитала. Я погиб под завалами дома, а перед тобой лишь воплощение гордыни, совести или сомнений, и именно с ними ты споришь, глупец. Ты сам себе заклятый враг. Ступай. Так, ну правда, я сейчас начинаю сомневаться в том, правильно ли я прочитала. Там было написано... Ладно. Мы еще увидимся. Все зависит от тебя. Ты здесь главный. Красивые скринчики получились. О май гад. Опа. Ты как тут? Подряпанный чуть-чуть. Встретимся в раю, в саду фонтана. Сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Распутин? Догадываюсь, кто автор, но не представляю, как такое возможно. Понятия не имею, где искать этот рай и сад. Не помню, как я здесь оказался. Может быть, все, что произошло в борделе, всего лишь кошмар. Это вряд ли. Верно. От кошмара такой боли не бывает. Подумай об этом позже. Не знаю. Пока я был без сознания, кто-то оставил у кровати записку. В ней говорится о встрече в раю и некоем фонтане. Распутин, ты ли это? Да, 100%. Я сохранюсь. Я не знаю, как по мне, то тут любой вообще конец, любое все... Я не знаю, как назвать то, что я хочу сказать. Типа... любой... Блин, я реально не знаю, как сказать это слово. Окей, я подумаю, может быть, позже скажу. Полотенце и миска воды. Полотенце еще влажное, кто-то пытался сбить им жар. Сколько раз выжимала полотенце, а жар никак не спадает, хоть бы все было хорошо. Она снова аккуратно кладет холодное полотенце на лоб брата, стараясь заглушить страх, что растет в ее сердце. Он поправится, все будет хорошо. Обязательно. Что сюжет... Как по мне, лично мое мнение, что в любом случае концовка должна показать отношения Лиги и брата. Потому что, я не знаю, лично для меня это, наверное, не могу объяснить, почему. Но, очевидно, наверное, потому что тут есть такой сюжет, часть, по крайней мере. Тут игра также про отношения брата и сестры. Да, она немножко про другое, конечно, в целом, в общем, да. Но... но я вижу это так, что конец должен быть построен на чем-то между ними двумя. Это для меня так. Потому что, может, потому что просто мне нравятся их отношения, мне нравится, как у них идет сюжетка, именно брата и сестры. Настойка опия. На дне пузырька осталось всего несколько капель. Сила, с которой пузырек шлепнули на тумбочку, заставила жидкость взмыть к пробке. Затем четким движением сердитая рука спокойно ее открутила, дабы извлечь лекарство. Гнев рождается из беспомощности. Пей, дорогой племянник, пей. Воронин. Утренний курьер. 20 сентября 1905 года. Повесль пылает. Вчера один из публичных домов Повесля стал местом страшной трагедии. Массовый пир, организованный монахом и чудотворцем Григорием Распутиным, был жутким образом прерван, когда в здании сработала бомба. Многие присутствующие получили ранения, и число жертв доподлинно неизвестно. По слухам, взрыв унес жизнь самого Распутина, исчезнувшего в бушующем пламени. Редакция утреннего курьера выражает соболезнования пострадавшим. Чё? Угу, конечно.
Чашка какао, наполненная. Стоит здесь уже довольно давно. Заваривая сладкий напиток, она прекрасно понимала, что он не способен вернуть к жизни, но даже если так, разве что-то успокоит нервы лучше, чем вкус из детства. Пан Виктор всегда любил какао, быть может, его аромат пробудит памяти тела. Гражина. Забота родных. Семья. Непростая для меня тема. Думаю, я могу написать книгу о том, как не стоит поступать с родными, и все же они от меня не отвернулись, не стерли меня из памяти. Напротив, когда я оказался на пороге смерти, они позаботились обо мне, невзирая на опасность. Это что-то да значит. Абсолютно. Да, это так. Утренний курьер. Чрезвычайное положение. Генерал-губернатор Скалон наводит порядок на улицах города. В ночь на 20 сентября указом генерал-губернатора Георгия Скалона в нашем городе введен режим чрезвычайного положения. О, Господи, это что такое? Гражданам запрещается выходить из дома после наступления темноты и участвовать в массовых мероприятиях. Усилено патрулирование улиц и проверка документов прохожих. В этой связи граждан... Что? В этой связи граждан просят всегда иметь при себе удостоверение личности. Может, в связи с этим? Окей. Чем вызвана столь радикальная реакция чиновников? Целым рядом факторов. Недавние события у собора Святой Марии Магдалины показали, что нашим... Как-то много в последнее время опечаток, или мне кажется, что в нашем городе бушуют страсти, которые всякого рода бандиты выплескивают напрямо... Да, очень много опечаток. Что это? Напрямо на улицах. Окей. Вдобавок к этому сбежавшие из цитадели опасные преступники тауматурги до сих пор остаются на свободе, а последней каплей стал взрыв в одном из публичных домов Повесля, унесший жизни множество невинных людей, в том числе жизнь монаха-чудотворца Распутина. Тоже за всем этим стоит. Много слов было сказано о вине тауматургов, чьи потусторонние темные силы оскверняют сознание простых людей. Они мнят себя выше закона, не скрывают своего презрения к властям. Так почему мы продолжим мириться с их привилегиями? Пришло время набраться храбрости и заявить «хватит». Ага, понятно. Ясненько. Загадочное письмо. Будь моей женой, я ничего от тебя не потребую, ни к чему не стану принуждать, я лишь хочу быть с тобой. Я сделаю все, чтобы подарить тебе свободу, о которой ты мечтаешь, обещаю. Ежедневный курьер. Кто такой Григорий Распутин? Истинный чудотворец или же обыкновенный шарлатан, глядя на последний верс... А мы это читали? Да, мы это вроде читали. Так, ну тут вроде ничего нового. Тогда пошли. Названия интересные у задания «Последний день лета». Так, а кстати, вот... Кухонный нож – один из инструментов гражданки. В последние дни рука сжимала рука сильнее обычного. Нужно сохранить холодную голову, здесь больше небезопасно. Чего они хотят от тауматургов? Они ведь хорошие люди. Увы. Тут здесь кто-то есть? Тут здесь кто-то есть? Никого нет, окей. Ну, вроде бы. Ежедневный курьер, 22 сентября. Бал по случаю дня рождения цесаревича Алексея. Сегодня в швейцарской долинке пройдет бал по случаю первого дня рождения цесаревича Алексея. Празднование состоится, несмотря на беспокойную обстановку последних дней и введение режима чрезвычайного положения. Сегодня всем нам особенно нужен луч света в темном небе, дающий надежду на будущее Российской империи, цесаревич Романов. Среди гостей будут присутствовать самые именитые жители Варшавы, Москвы и Петербурга. Из своих домов остальные жители города смогут наблюдать фейерверк и другие представления. Редакция нашей газеты присоединяется к пожеланиям всего наилучшего. Да расступятся тучи перед светом, сиянием, отраженным в чистейшем лике цесаревича. Многое лета. Ага, ясно. Все равно. Буква Ю. Вот на нее мне не все равно. Привет. Господи, не пугай так. Как самочувствие? О, поблагодарите за заботу. Позаботилась обо мне. Спасибо. Брось, сама бы я не справилась. Мне помогла Граженка.
Ты точно не хочешь еще передохнуть? А где Гражинка? Она пошла за продуктами. Сейчас не просто что-то купить, но она ушла вчера, а до сих пор не вернулась. Ого, нифига себе, не просто. Может, ей пришлось где-то спрятаться и переждать. Все в порядке, мне кажется, ты взволнована. Потому что так и есть. Меня пугает то, что сейчас творится на улицах. И поэтому ты откопала отцовский мушкет? Он до сих пор стреляет? Я вот как раз собиралась проверить. Перед тем, как ты очнулся, на нашей улице подстрелили мужчину. Он куда-то уполз, но крови было очень много. Весь город с ума сошел. Генерал-губернатор перекрыл границы, никого не выпускает. Люди забаррикадировались в домах. Может, русские ждут, пока мы сами друг друга поубиваем? Может, они даже правы. На улицах остались одни сумасшедшие. Пока я жив, я тебя в обиду не дам, обещаю. Даже если она и сама справится, но не бой. Знаю, братец, я тоже постараюсь тебя защитить. О, вот это хорошо, мне нравится этот диалог. Больше всего я сейчас беспокоюсь о Гражинке. К нам кто-нибудь приходил, пока я был без сознания? Гости какие-нибудь? Только я, дядюшка и Гражинка, больше никого не впускала. На улицах опасно. Почему ты спрашиваешь? Я нашел на столике любопытное письмо про райский сад. Откуда оно там? Единственный сад, про который сейчас все говорят, швейцарская долинка. Царь и его приближенные устраивают в парке светский прием. Можно ли описать швейцарскую долинку как восточный сад? На востоке? Швейцарская долинка находится к югу отсюда, восточная там только гости. Что за прием в швейцарской долинке? Царь отмечает день рождения сына. Ты знаешь, что случилось с магазином? Мне не хочется даже пытаться туда попасть, чтобы это узнать. Тебе туда сейчас лучше не соваться. В городе творится хаос. Сколько это уже продолжается? 3 дня. Дядюшка принес тебя сюда полумертвого 3 дня назад. Ты знаешь, какой сегодня день? Секунду. Последний день лета. Прости, я тебе ничего не приготовил. Ты восстал из мертвых, с меня точно хватит. По крайней мере, до Рождества. У них день рождения, что ли? Гражинка. Нет. Иди, знаешь, да... О! Я-то думал, вам все еще не здоровится. Вижу, вам снова удалось избежать последствий своих деяний. Иди в дупу. Боюсь, я вынужден положить этому конец. Вы арестованы за участие в заговоре против царя и действия террористического характера. Пойдемте с нами, Виктор Станиславович. С хрена ли, слышишь? Я ничего не говорю, я молчу. Столько мучений на нашу семью, ради чего все это? И откуда у вас, черт побери, ключи от нашего дома? Дорогая Лигия, прошу вас, поймите, темные тучи нависли над вашим семейством из-за вашего брата. Я просто пытаюсь разогнать их без кровопролития. Если вы не будете сопротивляться, даю слово, с вашей сестрой ничего не случится. Ах ты ж... Блин! Мне вы узнали нечто, что позволит дать ответ. Ну, первый вариант мне не очень нравится. А вам гореть в аду. Если вы думаете, что разлучите меня с родными, то ошибаетесь. Нет, закончим все здесь.
О, привет, меня не приглашали, вот я решила явиться просто так. Все-таки сегодня у шутских семейный праздник. Привет! Нет, Джетс, получается, сегодня Варшава избавится сразу от 2 паразитов. Как ты вовремя. Еще фантазии будут? Насчет разбитого окна, не волнуйся, Виктор. Я вычту его с 5 рублей, что ты мне до сих пор должен. О, боже. Привет. Я рада его видеть. Не знаю, как перс, он мне импонирует, он забавный. Пек. 15 урона, ты чё? Это у тебя, да, столько урона? Да, у тебя. 6 сила грани. О май гад. А как далеко я сохранена? Автосохранение на 12:37. 12:37. Давай я кое-что сейчас все-таки надо сделать. Если у меня... А у меня нет возможности, да, вкачать? Потому что у меня нет вот этих. Я могу только вот это вкачать. Вот это. Что это хоть такое? Повышает наносимый урон на 150. О май гад. А это? Снижит концентрацию на 1 в конце каждого раунда. А это? Это я не могу вкачать. Ну, давай так. Где? Повышает получаемый... И на себя повышает наносимый урон. Не буду менять. У меня все равно не хватает силы грани, блин. Ну, я надеюсь, что я с этим справлюсь тогда. Как-нибудь. А что ты хоть делаешь? Устанавливает 18 очков здоровья каждый раунд. Ты чё? Какие 18 очков? Какие 18? Что ты несешь? Какие очки? Какие 18? Куда? Капец. Это очень сильно, правда. Как я без слова его смогу победить? У него 18. 18 от хила? Это что, шутка? О май гад. Кто у меня сильнее всего бьет? 2-6, 2-6, 15. То есть я... А как его вообще убить? Наносит урон. Ну вот 18-21, maybe, probably. Ну и вот этот. На расплату. Это жестко. Это жестко. Ну спасибо, хоть у меня есть откат. Мне, может, надо все-таки... Блин, мне надо ему... Это сильно. Это очень сильно. Ладно, наверное, пока стоит разобраться с остальными. Насколько это возможно. А сколько я сейчас ему нанесла? Я 5, и сколько мой френд? Он просто не... Блин. О-оу. Восстанавливаю 24 здоровья. Да, давай. Это правда сильно.
Я просто буду откатывать его до последнего. Я не знаю, это... Как его победить? Не, ну это хорошо, что он сложный. Он все-таки вроде как, типа... Наверное, главный антагонист, может, или не главный, но... Мы поняли. Очень медленно. О. Повышает урон следующей атаки салютера. Вот сейчас, да, то есть? Да, 30-33. 15. Ой, блин, откат не получилось сделать, а жаль. Не знаю, я так чисто на отхилах живу и... Покажи второй раунд, вы получите другую черту, можете кушать. Окей, это все понятно, это все прекрасно, конечно, но... Он отхилился до конца! Тебя вообще контратаковать, скажи мне. Ладно, надо этого добить. Блин, да дайте мне его уже добить, а. Да, жестко. Жаль, откатить не получилось. Ну, в принципе, ладно.
Слушай, а Баурица, ты, конечно, очень полезный со своим 1 урона, но не то чтобы я супер полезна. Ну ладно. Повышает урон следующей атаки салютера на 50%. Угу. Баурица, добей его ради бога, пожалуйста. Правда. На 50. Какого-нибудь салютера сильно бьет. 20-25. Так, тут 15. Нет. 10, 5, 6. Ну вот 20-22, да. Спасибо. Грыбать он... Ой, а Баурицы, ты чё? Это ж... Он в порядке, да? В порядке? Ну, в целом. Я надеюсь, что его поднимут, и он просто так... Да. О, спасибо. А Баурица, поднимите кто-нибудь. Пока. О, хорош, стоит, черт. Пощады я просить не стала, если вы этого ждете. Сегодня я пушку зарядил. Ты и команда лысому дело лишиться второй половины лица. Неджис был верным до самого конца. Как пес. Как его отец. Неужели вы позволите этому шакалу лишить вас удовольствия? Ставите мой свежий труп своей сестре в подарок. Кровь будет отмыть не так-то просто. Отличный подарок на день рождения. О боже, я не знаю, что мне делать. Я правда в некоторой степени хочу его пощадить, но слишком мало данных, что дальше с ним будет. Ну типа, кто сказал, что он такой не вернется, собравшись силами обратно и... О май гад! Дайте сохраниться, блин, пожалуйста. А как... Я не знаю. Он бы меня не пощадил. Слово. Останься он в живых, так бы и мучил вас дальше. Я тоже так думаю, честно говоря. Он бы не отстал. Он бы не отстал. О май гад. Извини, пожалуйста. Ну, она должна понять. Прибраться тут, что ли? Ухожу за лопатой. О, вообще хорош. Надо же, следующее стихотворение посвящу тебе. Ой, она вообще хорош. Готово. Даже ничего не видно. Посмотрите.
Я мог бы еще помочь. Не, сегодня что, день рождения. Посмотрите на этих троих, это просто что? О, боже, это так... Я не знаю, это так смешно выглядит. Они втроем такие, типа... Да, хреново. Ну, давайте закопаем. Че уж. Стоят, смотрят. Rest in peace, Chief. Земля пухом. Иван. Пока, Иван. Всего хорошего, Иван. Но мне кажется, он бы не отстал, правда. Он бы не отстал. Я в этом уверена на, там, не знаю, 80%. Он бы не отстал. Надо это отмыть. Что делать дальше? Дальше отмывать пол, подожди. Срочно. Тряпку в руки и пошел. Надо скрыть следы. Опа, ты уже тут, хрыбась. Быстро. Как себя чувствуешь? Что вообще произошло? Неджис только что убил начальника охранки у нас в доме. Спас нам жизнь. Что дальше? Я все еще обдумываю варианты. Хочешь узнать, как я бы поступила? Я бы уехала, если бы это было возможно. Чем дальше, тем лучше. Но я не знаю. Но я знаю, что этот городок так просто о тебе не забудет, как и ты о нем. В смысле? Я не буду? Я не буду уезжать. Да, я дам знать, как все прошло. Почему он должен вообще уезжать? Просто потому, что он тауматург? Но я не хочу бросать Лигию. Особенно после того, что я помню, написала у себя в дневнике. Нет, так не пойдет. Мне нужна концовка с Лигией, чтобы они такие... Мы вместе. Но семья. Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо. Ты со мной уже столько лет, и этого не изменить. Нужно поговорить о будущем. Есть соображения? Я все думаю о наших друзьях-тауматургах. Разве кто-то поймет ситуацию лучше них? Не считай тебя, конечно. Ты прав, мы оба в долгу перед Распутиным. Если бы не он, я бы сейчас с тобой не говорил. И что? Но его путь полон неопределенности, даже если он ведет ко двору Романовых. Непонятно, какую цену предстоит за это заплатить. Как думаешь, Распутин выжил? Да, письмо. Это ничего не меняет. Он вполне мог отправить его до того, как отправился в бордель. Но если он жив, можно ли ему доверять? Допустим, он отведет нас к царю, на какую цену предстоит за это заплатить? С другой стороны, если все получится, я могу стать сильнее, чем когда-либо. Россия даст мне все необходимые знания. Поверь мне, тебе это не нужно. Ну, не таким путем. Сложный выбор, да? Нет, не сложный. У меня чисто... Для меня выбор вообще не сложный. Я не выберу Распутина 100%, 50%, что... 80%, что я выберу Союз, и еще обдумать другие варианты, вот это вот интересно. Может, Распутин и Союз не единственные варианты. Помнишь, что мне приснилось? Может, речь о бегстве? Можно попробовать от них скрыться. Можно отсюда скрыться. Может, даже уговорить Лигию уехать из Варшавы вместе. Как думаешь? Нифига себе, кстати. Вариант смыться не то, чтобы мне нравится, но если мы уговорим Лигию, начнем новую жизнь в другом месте, можно еще обауриться особо прихватить. Ну так, чтоб был, знаешь. То, в принципе, можно даже начать новую жизнь. Типа. Сложно. Предлагаю не тратить время попусту. Да ты гонишь! У меня есть сохранение? Где у меня сохранение? Покажите мне сохранения мои. Я чисто.
Для того, чтобы узнать, что за вариант покинуть город, я бы сохранилась, чтобы потом в конце, когда мы уже пройдем, выбрать вот этот вариант. Мне кажется, это какая-то, ну, очевидно, альтернативная концовка, и, возможно, типа, она окончится прямо сейчас. Я выберу союз. Пора воскресить дело моего отца. Нужно вернуться к нашим друзьям Тауматургам. Распутин пускай восстает из мертвых сам. Вот блин, мне так интересен теперь этот вариант. Я надеюсь, у меня есть сохранение. Скажите, что у меня есть сохранение. Покажи. Quick Save 12.58. 12.53 сад. Вот этот вот сейф. Быстрое сохранение, оно должно остаться. Мне главное не нажимать F5. Не нажимать F5. Я забуду. Я точно забуду это. Может загрузиться и... А если я... Знаешь как? Блин, мне надо его как-то сохранить. Ладно, я просто постараюсь запомнить. Ну, а если нет, то нет. Стоит ли еще надеяться, что у этой истории будет счастливый конец? Я придумал отличную концовку для нашей истории. Я хочу закончить дело отца, возродить союз Тауматургов. Надеюсь, так и он, и мы обретем покой. Папенька бы тобой гордился. Уверен, он намеренно не дожил до этого дня. Был мужик, нет мужика. Видишь, Виктор, я тоже колдовать умею, если как следует напрягусь. Он так разбавляет, я не могу. Что это с вами? Вы как будто важное решение приняли. Мы решили, каким будет наше будущее. Пора взглянуть врагам в глаза и отблагодарить тех, кто на моей стороне. Мне нужно закончить кое-какие дела. Ну, даже наш Виктор наконец-то повзрослел. Я вернусь за тобой, когда все это закончится. О, боже, почему так мило? Даже об Аурице, я не знаю. Я не знаю, Баурицы реально... Ну, он такой, да. Ну, мне нравится, мне нравится. Что это? Швейцарская долинка. Красивый парк с аккуратно постриженными кустами и симпатичными клумбами. Гувернантки приходят сюда играть с детьми. Помню, мы с Лигией здесь как-то играли в бадминтон, но ей так жали новые туфельки, что матушка нехотя отвела нас домой, а друзья Лигии так и остались в парке. А еще можно выпить кофе на террасе или посмотреть представление циркачей. Две девочки смотрят одно из таких представлений, старшая думает лишь о том, что ей жмет корсет. Она встречается взглядом с гимнасткой, выкнувшейся словно кошка. Им обеим по 14 лет, но обе понимают, что никто в этом мире не свободен. И все-таки в швейцарской долинке приятно проводить время. Птички поют, белки снуют туда-сюда, да и воздух как будто чище, чем за пределами парка. Давайте. Я сделала квиксейв. О май гад. Я сделала квиксейв. Я знала, что я сделаю это на автомате. Я сейчас параллельно чисто для себя играю в Fallout 4, и я постоянно нажимаю на квиксейв, потому что, у меня привычка там в Skyrim, да, в Fallout, постоянно кликать на F5, потому что мне просто необходимо, чтобы у меня каждую секунду было сохранение. Вот прям просто необходимо. Я настолько привыкла к этому, что просто даже не заметила, как клацнула F5. Не видать нам концовки, там где он убегает. Но, в принципе, мне... ладно, пофиг. Я все равно собиралась идти на эту концовку, на которую выбрала. Да, давайте на этом закончим тогда. Спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Twitch. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.